Ой, просто нежнейшая, посмотрите. Пух! Пух с начинкой внутри и с хрустящим штрезелем сверху. Невыносимо красивая, пушистая, просто реально пуховая. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейшие мягкие булочки с начинкой. Берем 15 граммов живых дрожжей или можно взять 5 граммов сухих дрожжей. Всего здесь 110 граммов сахара. Я добавляю где-то чайную ложку сейчас. Из общего количества муки я добавляю 4 столовые ложки. Всего здесь 450 граммов муки. И вливаем сюда 200 миллилитров теплого молока. Не горячего, а слегка теплого. Перемешиваем. И оставляем на 10 минут в теплом месте. Нам нужно убедиться, что дрожжи свежие, активные, действующие, и мы дальше сможем продолжать приготовление. Но уже на этом этапе я вижу, что дрожжи начинают у меня пениться даже сейчас, поэтому я уверена, что они активные и хорошие. Для начинки я беру 300 граммов замороженных ягод, можно взять свежие, и добавляем сюда сахар по вкусу. Нагреваю на небольшом огне, просто чтобы ягоды пустили сок. Выливаем немного сока в мисочку. Нам он нужен, чтобы растворить крахмал. Если хотите, то крахмал можно растворить просто в обычной воде, но так вкус будет более насыщенным. Добавляю чайную ложку кукурузного крахмала и хорошо все перемешиваю до однородности. И теперь, когда у нас масса абсолютно однородная, нет комочков крахмала, обратно отправляем ее в кастрюлю. Ставим на огонь и постоянно помешивая, доводим до загустения и закипания. И вот посмотрите, какая у нас получилась густая начинка. После закипания я проварила ее еще 30 секунд, чтобы крахмал у нас точно заварился. Теперь пусть она остынет. Добавляем сюда 110 граммов сахара. Чайную ложку я добавила на начале, напомню вам. Также 20 граммов ванильного сахара для аромата. Совсем забыла показать, посмотрите, как у нас хорошо масса подошла за эти 10 минут. Она стала более пышной, значит, мы можем дальше с вами работать. Добавляю половину чайной ложки соли и одно яйцо. Перемешиваем до однородности. И сейчас постепенно будем добавлять муку. Не добавляйте всю муку сразу, потому что может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Всего у меня здесь 450 граммов муки, 4 столовые ложки с горкой я добавила на начале. Сейчас добавляю часть, перемешиваю. И еще часть муки. Если у вас есть кухонная машина, то можно вымесить тесто с ее помощью или взять также миксер с насадкой крюки. Часть муки высыпаю на поверхность, когда уже тяжело вымешивать тесто руками, и перекладываю его сюда. Теперь вымешиваем тесто. Посмотрите, оно должно быть мягким, слегка липким. Если долго его вымешиваете, то оно начинает приставать к рукам. Слишком много муки не добавляйте, чтобы не забивать тесто, чтобы оно осталось воздушное. Здесь у меня 60 граммов мягкого сливочного масла, и сейчас нужно его вмешать в тесто. Сейчас вам очень пригодится шпатель, если у вас есть, чтобы собирать остатки теста с поверхности. Вот посмотрите, какое тесто получается. Оно очень нежное и липнет рукам, но потом отстает, видите? Если долго его вымешивать, то, конечно, оно станет еще больше липнуть, но не добавляйте сюда уже муки. Вдруг что, лучше помогать себе шпателем или смазать поверхность небольшим количеством растительного масла. Миску посыпаем мукой, тесто округляем. Сверху накрываем или крышкой, или пищевой пленкой, ставим в теплое место на час-полтора. Тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза. Посмотрите, как у нас чудесно подошло тесто. Ой, роскошное просто. Оно сразу же уменьшается в объеме. Перекладываем его на поверхность. Разделяем тесто на 12 частей. Вес каждой части 75 граммов. Ориентировочно, конечно же. Каждый кусочек теста округляем. Сначала я так вот подворачиваю края к центру. Тесто просто замечательное. Так приятно с ним работать. Накрываем и оставляем на 5-10 минут, чтобы клейковина теста расслабилась и нам было легче раскатывать булочки. Теперь берем один шарик теста, который формировали первым, и его немножко вот так вот придавливаем. По центру выкладываем немного начинки. Как видите, она у нас уже застыла, стала такой вот
густой. И формируем булочку. Просто подворачиваем все края кверху. И выкладываем на противень, выстеленный пергаментом. Так формируем все 12 булочек. Еще раз покажу вам. Много начинки не выкладывайте, чтобы она у нас не вытекала при выпекании. Накрываем булочки сверху пищевой пленкой или можно положить лист пергамента, чтобы тесто не подсыхало. Сверху еще можно положить полотенце и ставим в теплое место на 35-45 минут, чтобы у нас тесто тоже подошло где-то в 2 раза в объеме. Смешиваем 1 желток и немного молока, чтобы смазать булочки. Кстати, посмотрите, как они у нас хорошо подросли за это время. Я прогрела немножко духовку, где-то градусов до 35. Выключила ее и поставила на 40 минут. Вы можете и при комнатной температуре расстаивать, просто тогда вам понадобится больше времени. Духовку уже поставьте прогреваться до температуры 180 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции. Для крошки берем 40 граммов муки, 40 граммов сахара и также 20 граммов сливочного масла. Все это вместе перетираем. Я вспомнила булочки, которые покупала всегда раньше в школе. Они были очень такие доступные и вкусные. Сверху они всегда были с такой вот штрезельной крошкой. И мы каждый день на переменке покупали себе такие булочки. Если вы хотите сделать это все быстрее, то можно воспользоваться блендером. Также можно натереть сливочное масло на терке, постоянно его обмакивая в смесь сахара и муки, а можно вот так вот вручную перетереть, как это делаю сейчас я. Для приятного аромата можно добавить еще пол чайной ложки ванильного сахара. И сверху посыпаем штрезельной крошкой. И ставим выпекаться на 20 минут в уже прогретую духовку до 180 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции. Посмотрите, какие роскошные булочки, как они пахнут. Снизу тоже пропеклись, начинка у нас на месте, ничего не поломалось, то есть ничего не вытекло. Уже нет сил удержаться, потому что хочется побыстрее с молочком насладиться такой пушистой, воздушной, красивой булочкой. Ой, просто нежнейшая, посмотрите, пух! Пух с начинкой внутри и с хрустящим штрезелем сверху. Невыносимо красивая, пушистая, просто реально пуховая. Ну что ж, давайте пробовать. Это просто божественно. Вы только представьте, нежное, воздушное, просто невесомое тесто, вкуснейшая ягодная начинка и хрустящий ароматный штрезель. Обязательно приготовьте, насладитесь такой вот красивой домашней выпечкой. Я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.